Что бы я отметил на выставке Агро-2020, в отличие от других? Здесь я встречаю очень много моих коллег, ютуберов, которые здесь, я вижу, буквально на стендах работают. И когда я вижу такой значок, я вижу, что компания представлена не только на выставке, но и в интернете. На этой выставке очень много, уже я вижу такой тренд, когда много техники для такого инжекторного внесения жидких удобрений. И один из стендов — это компания Агроживлення, которая вот тоже специализируется на этой теме. Много такой техники, да? Да. А что у вас? Вот чем, когда вы встречаете у себя фермеров на стенде, какие аргументы вот за эту технологию? Какие аргументы, вот сейчас многие думают, сухие удобрения или жидкие? Вот начнем издалека. Я думаю, хотел бы представиться. Меня зовут Олег Савин, компания Агроживлення. Мы официальные представители завода КВД, который находится в Германии, который выпускает технику по инъекционному внесению жидких азотных удобрений. Михаил Иванович, ну, первое, что хочу отметить, что с изменением климата, да, в Украине явно жидкие удобрения это преимущественно, чем сухие. Почему? Вот. Ну вот все говорят явно, а когда начинаешь разговаривать с фермером, не для всех это явно. Не для всех это явно. Хорошо. Ну, жидкие удобрения имеют преимущества такие, что им не нужна влага для разложения, скажем так, да, нежели сухие. Мгновенный эффект, то есть мгновенно азот начинает работать в растении. А с нашей технологией инъекционного внесения это еще, скажем так, более качественное внесение, чем опрыскивателем, там, либо другим методом, да, классическим методом. Это вы сориентированы, вот это капля, это и есть. Да, я хотел рассказать о технологии. Это вы сориентированы на азот в основном, или это и могут быть и другие? Мы можем работать с любыми жидкими удобрениями, ЖКУ и так далее. То есть в нужную фазу мы можем внести, не травмируя растения, по вегетации. Допустим, если мы говорим за озимую пшеницу, то мы можем в любую фазу, в принципе, да, до выхода в трубку мы можем зайти и с помощью технологии Култан внести все, что нужно растению. Это как и азотные удобрения, так и любые ЖКУ, что требуется конкретно в данном хозяйстве, в данной культуре, в данную пору. И самое главное для нас, наутилеров, это без обработки почвы. Да, вот встретил вас, сразу вспомнил за наутил, да, нулевая почвообработка. Мне кажется, что эта технология как-никак подходит именно под наутил. Хочу сказать, что украинские фермера, да, которые идут в ногу со временем, в том числе и пользуются технологией наутил, я думаю, что в наше время, да, в наши погодные условия, на самом деле новые технологии — это только спасение, то есть спасение бизнеса, рентабельности бизнеса и так далее. Вот наутил — это один из этих спасений, потому как у нас катастрофически мало влаги, с каждым годом меняется климат и так далее, а тем более у нас в южных регионах Украины засушливых. Я знаю, что технология наутил, скажем так, главная идея — это сохранение влаги, да, с помощью мульчирующего слоя, биота и так далее. И по моему мнению, технология Култан и наутил — это две неотъемлемые технологии, которые приведут фермера к успеху, потому как если он уже пришел к тому, что он может сохранять влагу, да, с помощью наутила, то у него сразу следующий вопрос: как теперь мне внести удобрение? Да, вот это то, что волнует всех. И при этом не нарушать. Не нарушать, да, почвенный покров. Да, почвенный покров, то есть не обрабатывать почву. Игла, она как инъекция входит в почву аккуратненько, выходит, то есть не травмирует, не перемешивает почву. То есть самое главное, скажем так, преимущество, вот, допустим, у нас сейчас на экране это Днепропетровская область, поле под наутилом, да, мы видим мульчирующий слой. Волнует бросить наверх или полить сверху, да, когда оно пойдет туда, а когда сухо. А вот, наверное, вот то, что может быть особенно интересно наутилерам, это как дать туда, где еще есть влага. Да, согласен. Потому что если мы внесем на поверхность мульчи, да, выйдет солнце, будет дуть ветер, в любом случае, как бы ни говорили производители удобрения в любом случае будет испаряться. Даже если есть такое понятие, как утренняя роса, да, утренняя роса будет контактировать с тем же, допустим, кассом, да, с теми же удобрениями, будет контактировать и при выходе солнца будет испаряться. С технологией Култан такого риска нету. Мы, минуя мульчу,
на глубину 6-7 сантиметров вносим удобрения во влажную почву, правильно вы говорите. Если верхний слой почвы сухой, то результат, я думаю, будет очень слабый касаемо внесения. И роса это хорошо, но у нее есть один недостаток. Она быстро проходит, Да, да. когда всходит солнце. А как это наглядно выглядит, вот этот сам процесс? Мы сейчас находимся возле стенда РОПа Украина. РОПа Украина тоже идет в ногу со временем. РОПа Украина приобрела на заводе КВД рабочие органы по технологии Култан и сделали классный агрегат по технологии Култан. Здесь наглядно видно, как работает технология, что впрыск идет непосредственно только вниз, да, мы видим, Да, что да. с остальных отверстий, с остальных Под корень, игл, да? прямо под корень растения, да. Технология работает таким образом, колесо у нас крутится, и как мы видим, В самой нижней точке происходит. впрыск происходит практически в самой нижней точке. Да, у нас здесь в самом рабочем органе использована система такая, что максимальная глубина внесения 7 сантиметров, Да. но палец, то есть игла начинает включаться на 5 сантиметрах, потом углубляется и на 5 опять То есть выключается. это полосочка такая? То есть как это, бы- не, это как бы капля, потому что он находится в одной точке. Просто для того, чтобы более качественно эту каплю положить, идет не кратковременный впрыск. Вот, допустим, вот мы, смотрите, мы можем здесь увидеть. Вот видите, начинает слабо, начинается. Да, вот да, он да. уже зашел в эту точку, Да, дальше да. крутится колесо, потом сильнее, пик его максимальный, и при выходе на 5 сантиметрах он опять То есть выключается. фактически это пунктирно она так носится? не Или пункт- все-таки точечно? Это точечно, потому как игла, она заходит в почву, она стоит на одном месте. Ну, если бы это было бы на поле, мы бы увидели, что игла никуда не двигается, да, здесь просто кажется, что игла как будто проходит Просто мимо. движется же еще Да. аппарат. Да, двигается. Это под движется давлением? игла. Здесь давление слабое, изначально, на стенде сделано такое давление для того, чтобы было хорошо видно глазами, да, человеку. А на самом деле давление от 3 до 5 атмосфер работает для того, чтобы иглы не забивались, для того, что Да-да. если плотный грунт, все равно капля пробивала грунт и ложилась в грунте, то есть вот таким образом это работает. То есть вот мы вносим прямо под корень растения, даже если есть мульчирующий слой, даже если почва сухая, мы все равно вносим, минуя после пожнивные остатки, минуем и вносим во влажную почву. А как далеко от растений это? Смотрите, мы... Или как близко к растениям можно, даже скажу так. Далеко мы понятно. Если мы говорим за зерновые культуры, да, и рапс, то мы можем вносить сплошным, по сплошняку, да, можем работать, хоть по диагонали, хоть по посеву, вообще без разницы. Иглы, они не травмируют растения ни в коем случае, у нас много опыта мы закладывали по Украине. Вот. Если мы говорим, допустим, за пропашные культуры, Да, вот, вот это допустим, кукуруза, да, мы в этом году заложили опыт в Харьковской области. Всем известно, что максимальное потребление азота кукурузы – это фаза 8, 9, 10 листов. Вот. Мы вносим под фазу 4, 5, 6 листов, когда растение 20-25 сантиметров. Мы делали междурядье между рабочими органами 35 сантиметров, то есть На 2 ряда, да? в 2 ряда, да. То есть работать. между рядка идет 2 рабочих органа вносит. Расстояние от растения 17,5 сантиметров, потому как это идеально, скажем так, идеальное внесение в эту фазу от стебля, это от 12,5 до 25 сантиметров. Мы выбрали золотую середину 17,5 и внесли азот. Делали промежуточные исследования, сейчас результаты очень хорошие. На нашем YouTube-канале это можно посмотреть. Вот. И по поводу внесения можно вносить совершенно под любые культуры. Есть много опытов за границей, особенно за границей, потому как в Украину технология это совсем недавно пришла, и по овощам, и виноградоделию, и так далее. То есть, в принципе, где вносятся удобрения, эту технологию можно использовать. А вы делали сравнение? Мы знаем, что жидкие удобрения не на поверхность. Есть много Да. технологий. Сравнение на поверхность вносится и под почву. Да. Это есть вот Есть очень наблюдения? очень много опыта. Мы делали опыты сравнения с опрыскивателем, вносили, с разбрасывателем, с сеялками вносили карбамид в почву и аммиачную селитру. То есть очень много опытов. Если мы будем, скажем в общем о опытах, то у нас прирост уже за 2 года составляет от традиционного метода от 12,5 до 17%. То есть в килограммах это от 7 центнер до 13 центнер. То есть везде разница. Мы вносим, допустим, одинаковое удобрение, одинаковую норму
только разница в технологии. Либо опрыскивателем в 2 этапа мы вносим, либо култаном мы в 1 этап вносим и получаем прирост. Ну, я вам скажу, что это просто из-за качества, скажем так, внесения. То есть мы можем сказать, что тот прирост, это показывает эти потери азота, которые при классическом методе мы теряем. А если каменистая почва, вот не у всех идеальная почва есть, что будет с этим орудием? Ничего не будет. Здесь использованы, вот иглы использованы из твердых сплавов нержавеющей стали. Мы работали и на югах, Херсон, Одесса, там где тоже каменистые. Он что, просто подпрыгнет или что? Он работает на амортизаторе? Нет, не повреждается. Он работает с амортизатором? У него есть амортизирующий эффект, я могу показать, как это работает. Покажите. Вот он. Вот, смотрите, здесь у нас использован амортизатор, видите, такой, как и Хорш использует. Резиновая 4 резиновых но колки. не жестко. Они, кажется, что жестко, но на самом деле, смотрите, он повторяет где-то 25 сантиметров. То есть неровность. Вот вы видите, да? Да. То есть он повторяет порядка 25 сантиметров неровности почвы, поэтому с этим проблем нету. За счет качественных материалов иглы не ломаются, не стираются, уже есть много опыта. Да, усилия хорошие. И давление, вот многие наутилеры задают вопрос, есть ли острые иглы? Они есть. Да, есть. Есть, да. Кажется, как будто лучше войдет. Да, как будто, кажется, лучше войдет. Но на самом деле здесь давление на одну иглу в работе, оно регулируется от 30 килограмм до 120 на одну иглу всего лишь. То есть, грубо говоря, в любое поле под ноль проникнет без проблем. То есть, вы понимаете. И у начинающего, и уже геоструктура много совсем лет. Хорошая, да. Друзья, я скажу, для нас, тех людей, которые отказались от обработки почвы, всегда была проблема, как внести большие дозы удобрения, те, кто нацелен на высокие результаты, как внести эффективно удобрение. И если раньше мы были только ограничены возможностями сеялки, а они у нас ограничены. Вот стартовые удобрения мы хорошо даем. Да. А когда нужно по другим фазам, это всегда была проблема. И я вот вижу, эта технология дает нам инструмент для решения проблемы, как внести, не нарушая поверхность почвы. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам, Я думаю, многие наутилеры по достоинству оценят вот эти возможности, которые дает эта технология. Да, всем спасибо, всем пока.